Всем привет из Одессы! Сегодня 28 января 2026 год. У нас туман стоит с самой ночи. Вот такой вот, беспросветный, ничего не видно, очень густой. Как бы последнее время был туман, но он был, хоть немного был просвет, а это очень густой туман, и прям с самой ночи стоит такой туман. Видите, просто стена. Стена из тумана. Я, как обычно, сижу возле своей батареи. Люблю это место, не знаю, люблю возле нее сидеть. Постоянно сижу и зимой, и летом, и, в принципе, давно люблю сидеть возле батарей. Что хочу сказать. В Одессе сегодня была очередная жуткая ночь. Вообще, началось все где-то, наверное, в час-два, даже не помню, сколько времени было. Мы подскочили, при всем, что и я, и Ева, подскочили от этих жутких взрывов. Если вчера это было подальше от нас, в центре, то сегодня это прям был эпицентр. Мы все это слышали, все эти жужжания, все эти бахи-бухи. В общем, снова огромное количество беспилотников пустили. Мы побежали быстро в укрытие. В укрытии, если я в прошлый раз и мы спускались, было вообще там 2-3 человека, то этот раз мы спустились уже вообще полное укрытие людей, кто с животными, кто с детьми, кто сам по себе. В общем, очень много людей вчера спустились. Холодно. Ева начала плакать, потому что, естественно, ребенок с просонья. Обычно, знаете, я как-то пытаюсь заранее там ее разбудить, как-то медленно. А это надо было действовать быстро, потому что оно все жужжало, к сожалению, над домами. Побежали в это укрытие. Посидели, наверное, минут 30. Она там опять уснула, опять я ее разбудила, поднялись назад. Дали отбой тревоги. Потом, наверное, прошло полчаса где-то. Снова тревога, снова они летели. По-моему, это 2 или 3 захода таких вот было. Это уже второй раз они летели на область. В общем, попали в монастырь, Свято-Успенский монастырь. Не знаю, получится у меня добавить кадры или нет. Чоловічого монастиря, патріаршої обителі, монахів, братів наших, де проводили всі заходи, молитва, наше духовне серце, Божа Матір обитель, сюди прильоти, швидка допомога. Дякуємо дуже ДСНС, цим козакам, хлопцям нашим, які спасають нашу неньку, наше місто і наш монастир, гасять зараз пожежу і нашу медичну службу, яка з нами. Отаке. Люди поснимали. Туман был жутчайший, просто ничего, вот как сегодня стена тумана стоит, так и вчера ночью. Ничего не было видно абсолютно. Потом уже, когда все закончилось, я открыла окно, и вот запах гари, то есть там что-то и горело, и частный дом пострадал. В общем, знаете, было у нас спокойно, сколько? Дня, наверное, 3, спокойные ночи были, а эти ночи все. Стали беспокойные. Слава Богу, это что хотя бы нет тревоги днем, в принципе, более-менее днем, потому что раньше, если вы помните, то они и днем летали. Так что вот такие вот у нас такая ночка. Я выключила будильник. У Евы сейчас, слава Богу, неделя онлайн в школе. Я выключила будильник, думаю, Еву, убери. Я выключила будильник, думаю, не буду ее будить, потому что полночи сама не спала до утра. И, наверное, уснула только где-то в 4-5 утра. Думаю, не буду ее будить. Если встанем, то будет на онлайн-уроке присутствовать. Если не встанем, значит, будем спать. В Одессе продолжается жуткий гололед. Конечно, застряют и машины, и люди тоже передвигаются, как пингвины. Сами можете посмотреть, что вообще происходит на дорогах. Люди передвигаются, это страшно.
Люди падают, мы проезжали, тоже женщина упала, ей сразу помогают подняться. Очень скользко на дорогах. Да, передвигаться, конечно, сегодня по улицам города очень некомфортно, но здесь, я смотрю, хоть немного посыпали песка. Он, конечно, не сильно помогает, но сделали хоть что-то. Ближе к вечеру, конечно, к ночи оно все еще больше замерзнет, потому что сейчас еще оно подтаяло немного. Не критично. Людей на улице очень мало. Техники, кстати, вообще никакой не видно, чтобы посыпали что-то. Мне кажется, это еще осталось со вчерашнего, потому что скользко, очень скользко на улице. То есть под этим всем лед. И этот песок подо льдом. То есть сегодня ничего не посыпали. Хотя сегодня ситуация, конечно, намного, мне кажется, опаснее, чем вчера была. Люди ходят как на коньках. Просто лед. Просто лед. Вот. Все в обледенении. Все равно людям надо выходить куда-то. Кому-то в магазин, в аптеку, я не знаю. Да, людей немного на улице, но все равно люди есть. Каток. Сегодня было видео, где парень на коньках передвигался. Ну, я не знаю, как на коньках можно передвигаться по вот такой вот ребристой дороге. Хорошо, если такая гладкая. А так, конечно, не знаю даже. Ой, как хорошо, что хоть генераторы не гудят. Вот мужчина чуть не упал. Опасно, конечно, это все. Люди идут, думают, что это коричневое песочком посыпало. А оно обманка. Это не песок. Песок подо льдом. Вчера посыпали песком. Оно, конечно, со стороны очень красиво выглядят эти все деревья. Но передвигаться очень тяжело. Как на льду. Кто собирается в ближайшее время на рынок, лучше не идите. Потому что здесь гололед. Как вот возле рынка даже не посыпать песком, я не знаю. Видите, машины как подзамерзли, льдом покрылись полностью. Люди очищают. Просто даже возле рынка, возле проходного места не посыпано ничем. Боже, провода, кстати, трещат. Вам не слышно? Но я слышу, как трещат провода. Провода же тоже тяжелые становятся в обледенении. В общем, реально лучше сидеть, конечно же, дома. Да и рынок, наверное, закрыт. Кто придет сегодня? Холодно. И плюс еще такая погода, что передвигаться очень тяжело. Посмотрите на эти деревья вверху, верхушки. Рынка сегодня как такового и нету. Люди все-таки пытаются не выходить без надобности. Все похожи просто, не знаю на кого сегодня. Знаете, есть такие ледоходы, ледоступы.
раньше помню. Не, может быть, даже у нас и были эти ледоходы, ледоступы. Когда-то была такая погодка, что они продавались на каждом шагу. Очень удобно. Отдел. Они такие железные. На обувь обуваются, натягиваются. И спокойно можно ходить. В принципе. Вот я думаю, сейчас было бы актуально. Боже, как тут провода, конечно, трещат. Шо ж страшно ходить под проводами. И под деревьями, и под проводами. Красиво витрину украсили. О, божечки. Ребенок упал. Дети не понимают тоже, что скользко. И мчат, летят. Кстати, здесь мне в прошлый раз сказали, что здесь укутали именно листву хвои. Не для того, чтобы не померзли. Потому что для того, чтобы не померзли, надо укутывать низ. Вы когда-то такое наблюдали? Я не помню, где я поставила машину. Представляете? Хожу, ищу свою машину. У меня такое бывает. Не знаю, накапливается, наверное, какая-то усталость, недосыпы. Нет машины. Я надеюсь, что ее не забрал эвакуатор. Не, ну вроде я где-то в этом районе ставила. Или чуть дальше. Наверное, я дальше поехала. О, это кошмар какой-то. У меня бывает такое, когда я меняю маршрут. Куда-то ехать, например, не по моему маршруту, по которому я езжу каждый день, а куда-то в другое место ехать. Я, бывает, еду и думаю, так, а куда я сейчас еду? Ловлю себя на мысли. И вот сейчас я ищу машину. Куда я могла ее припарковать? Где-то вот точно здесь. А, все, вижу. Почему-то я думала, что я ее дальше, ближе припарковала. Я так далеко припарковалась. Здесь у нас ситуация получше, конечно, с дорогами. Даже ездит человек на велосипеде, решил сегодня выехать. В общем, я зашла, взяла кексы с орехом и с яблоком. Последние забрала. Очень вкусные. Кто пробовал, отпишите. Разбирают эти кексы, конечно, хорошо. Зашла вот в эту вот Аврору. Она уже открылась. Здесь, как обычно, генераторы. Спасают всех и все. Какой костюмчик красивый. Пиджак и брюки. Насколько обледеневшие машины просто. Аж сосульки висят. Помните, в детстве мы очень часто вот так вот ходили, когда был лед, и любили скользить. Вот сейчас время возвращается. Детство уже наше не вернешь, но поскользить, в принципе, можно. Если такой поровненький лед, то, в принципе, нормально.